Всех приветствую! Сегодня у меня очередная партия игрушек. Это бархатные игрушки, обтянутые стразовой сеткой. Так, сердце у меня без банта. Выглядит вот так. Не знаю, камера передает или нет. Но стразовая сетка тоже дает очень красивый блеск. Все переливается. Изготовление бантика. Уже видео вышло на нашем канале. Я ссылочку обязательно оставлю под видео в описании. Так что присоединяйтесь и начинаем. Форма у меня разъемная. Сердце у меня диаметром 10 сантиметров. Так, в сегодняшней игрушке мне вот эта штучка не нужна, потому что банта не будет. Поэтому я ее аккуратно откусываю. Со второй то же самое делаю. Бархат у меня очень сильно тянется. Я бы его назвала велюром, а не бархатом, но продают его как бархат. Чтобы замерить необходимый отрезок ткани, достаточно вот так вот провести, помещается. Тогда нормально. Хватит ткани. Игрушку нужно обтягивать, чтобы направление ворса было в одном направлении. Сначала подклеиваю по 4 сторонам крестом. И потом все остальное натягиваю. Чтобы не утяжелять игрушку, всю лишнюю ткань я обрезаю. То же самое проделываю со второй половинкой. Обе заготовочки у меня готовы. У меня есть вот такая сетка красивая со стразами. Я ее покупала для кокошника на Алиэкспресс. Вот она у меня осталась. Если бы сетка, конечно, была серебряная, было бы красивее. Так, обтягивать нужно будет осторожно, так, чтобы нам потом вот эти стразы по бокам, то есть растянуть так, чтобы они не мешали в дальнейшем внешней отделке, где сердечко. Для начала я подколю иголочками, чтобы ничто никуда не уехало.
Так, стразики убираю внутрь. Обрезаю ткань, чтобы она лишнее не мешала. И потихоньку, стразинка за стразинкой, приклеиваем и натягиваем их по краям. Одна заготовочка у меня готова. То же самое проделываю со второй. Все, заготовочки готовы. Я их подклеила. Теперь нам нужно сделать подвес. Ленточка у меня 0,5, 20 сантиметров. Завязываю узелок и подклеиваю вот сюда. На кисточку одела несколько бусин. И все это мне нужно прикрепить вниз сердечка. Теперь нам нужно склеить аккуратненько две половинки. Теперь буду приклеивать декор. Ленту беру небольшую, потому что здесь и так достаточно страз и всего. Все будет красиво. И небольшими шажками буду клеить. Так, здесь я отрежу, чтобы нам хорошо обойти кисточку.
Я все-таки решила сюда приклеить маленький кубашончик. Оно вроде там все чисто, аккуратно. Но все равно добавим немножко блеска. Все, получилась вот такая красивая и оригинальная игрушка. Интересно, как она с бантом бы смотрелась. Ну, с бантом тоже красиво бы смотрелась. Но не буду уже я ее перегружать. Она и без банта шикарно выглядит. Все, игрушка закончена. Точно в такой же технике сделаем шар. Точно так же. В данном случае я откусывать не буду держатель, потому что обтягивать сеткой буду немножко по-другому. Заготовки обтянула. Теперь нужно вклеить, так же как и в сердечко, нам подвес. Завязываю узелок и подклеиваю внутрь шарика. И аккуратно их склеиваем. Шов я буду закрывать сейчас, на данном этапе. Клей буду использовать B7000. Горячий клей, термоклей сюда не пойдет. И немножечко буду размазывать вот так. Этому клею надо немножко давать подсохнуть. Так как это у нас шар, и с ним проще работать, поэтому сетку я буду просто натягивать. И ниткой, сложенной в 4 раза, я плотненько перематываю. И завязываю на узел. Пришлось немножко повозиться, чтобы завязать и затянуть более-менее ровненько. Так, лишнюю ткань я обрезаю.
Формирую аккуратную пуцку. Теперь аккуратненько задекорирую. Для этого шара я буду использовать бант. А здесь полностью отделано, сзади ничего не буду использовать. Сейчас только хорошо бант подклею. Так, вот эти нижние штучки, нижние бантики подклею. Все, наш шар готов.